Привет, друзья! Сегодня я предлагаю вам снова интересную фотоподборку старого Харькова. Первую часть видео на эту тему вы можете посмотреть, перейдя по ссылке в описании. Ну а мы начинаем с улицы Полтавский шлях, которая в Харькове считается одной из старейших в городе. Фото, которое сейчас перед вами, изображает вид на нынешнюю улицу Полтавский шлях с лестницы Университетской горки. Справа находится художественно-промышленный музей, открытый в 1886 году. Во время войны дом был разрушен. Лопанский мост и начало Екатеринославской улицы. Дома на переднем плане перед мостом не сохранились до этого времени. Перед мостом справа балаган с панорамой Голгофа, разрушенный во время войны. На этом фото изображена земская управа. На карте губернская земская управа показана на улице Екатеринославской рядом с круглым сквером. Это тот самый круглый сквер. Здание на заднем плане сохранилось в таком же виде. Фото 1930 года. Вид с Холодной горы на Екатеринославскую в сторону центра. Вдоль дороги высажены молодые деревца. А этот снимок сделан практически с той же точки, но через несколько лет. А это довоенное фото с видом на город с Харьковского моста. Нынешняя площадь Конституции, 1920-е годы. А это уже 1930-е годы, площадь Тевелева. Нынешняя Конституции. Полицейский смотрит на трамвай. Хэмс, 1930-е годы. Так выглядела Гончаровская дамба до войны. Гончаровского моста тогда не было. Разрушенное здание Харьковского железнодорожного вокзала в апреле 1943 года. Железнодорожная станция Липовая роща. К сожалению, год мне неизвестен. А это уже супер старый Харьков. Год ориентировочно 1890. Здание Харьковской филармонии на улице Сумской, 10. Строительство Госпрома. Фото из частного архива. А эти фото из газеты «Социалистичная Харьковщина» 1934 года. Качество фото, увы, газетное. Павловская площадь. Ориентировочный год 1918. Дом Гладкова, Николаевская площадь, ныне площадь Конституции, 11. А это то, как выглядит дом в наши дни. Вид на ХПИ от площади Фейербаха. На переднем плане слева вторая Александровская женская гимназия, разрушена во время войны. Сейчас на этом месте расположено здание университета железнодорожного транспорта. Два двухэтажных здания правее гимназии сохранились. Это площадь Фейербаха 9Б и площадь Фейербаха 9, если сад номер 84. Гранд-отель на Павловской площади. Николаевская площадь, ныне площадь Конституции, 1910 год. Александровская городская больница. Перед вами вид на Лопанский мост, 1918 год. Сумская у драматического театра. Слева современный театр имени Шевченко, справа Государственный банк. Открытка издания Токаревой. Год мне, к сожалению, неизвестен. Театральный сквер в конце 1890-х годов. В перспективе драматический театр, ныне театр имени Шевченко. Справа от театра видно, как строится здание Государственного банка. На этом фото по правой стороне Новосергиевский и Сергиевские ряды. Вдалеке пассаж и купола Покровского монастыря. Часовня запечатлена во время реконструкции начала 1900-х годов. Убрали ступени, окружавшие все здание часовни.
Институт благородных девиц на Сумской улице. Вид внутреннего фасада здания со стороны Институтского сада. Открытка 1900-х годов. Реальное училище на Старомосковской улице, Московский проспект, ныне Героев Харькова. Построено в 1877 году по проекту архитектора Толкунова. Открытка издания Токаревой. На этом фото круг конки на Привокзальной площади, здание управления Южных железных дорог. Открытка из немецкой серии 1918 года. Железнодорожные пути у Харьковского вокзала. Вид с Холодногорского путепровода. Справа здание вокзала после реконструкции 1902 года. Екатеринославская улица, современная Полтавский шлях, в районе Холодной горы. Вдали видна Озерянская церковь и старая Озерянская часовня, построенная на пути крестного хода перенесением одноименной иконы из Курильского монастыря в Харьков и обратно. Фото из коллекции Владимира Оглоблина. Почтово-телеграфная контора на Вознесенской площади, ныне Фейербаха. Здесь же открылась первая телефонная станция в Харькове 25 октября 1888 года. На фото контора одного из акционерных обществ на Николаевской площади, ныне площадь Конституции. Сейчас на этом месте дом со шпилем. Открытка неизвестного издательства. На фото Рождественская улица. Слева швейная мануфактура Понизовского на углу Рождественской и Коцарской, а справа Суздальские торговые ряды были перестроены, и Благовещенская площадь. Зимой 1913 года харьковский фотограф Александр Иванович Евневич Гапон сделал серию снимков Харькова. Это один из них. Сумская напротив Университетского сада. Ближнее здание дом Павлова, архитектор Стрижевский, 1870 год. За ним дом Аладдина, архитектор Цауны, 1912 год. А следующий доходный дом Аршанских, начало 1900-х годов. Угол Сумской улицы и Ветеринарной площади. Справа здание губернского земства, сейчас справа Хога. Здания слева находились на тогдашней Ветеринарной площади и были разбросаны при соединении площадью Дзержинского, ныне площадь Свободы, с Сумской в 1920-х годах. На этом фото вид из ныне несуществующего торгового переулка. Справа начинается Рыбная площадь. В перспективе боковой фасад Гранд-отеля и колокольня Успенского собора. Кстати, подпись на открытке ошибочна. Вид от Москалевского, а не Московского моста. Старомосковская улица. Часть современного Московского проспекта, ныне проспекта Героев Харькова, начинавшаяся за Харьковским мостом. Первая мужская гимназия. Панорама Южного вокзала. За вокзалом видно строительство здания управления Южных железных дорог. Окончено в 1914 году. Вид из водонапорной вышки на улице Релеева. Харьковское художественное училище. Здание в Каплуновском переулке. Затем улица Краснознаменная, а теперь улица Искусств. Построено в 1910-1912 годах по проекту архитектора Жукова. А это фото из книги «Харьков. Его прошлое и настоящее», 1902 год. Свято-Духовская церковь на тогда еще Конной площади. Слева на заднем плане здание Народного дома. Сквер на Привокзальной площади и здание вокзала. Начало 1900-х годов. Сумская улица у Мироносецкого сквера. Современный сквер Победа с фонтаном «Зеркальная струя». Справа видна старая колокольня Мироносецкой церкви. Городская главная больница профессора Гиршмана была открыта в 1908 году. Вначале она временно располагалась в наемном здании по адресу Большая Москалевская, номер 55. Здание сохранилось, но перестроено. А затем она была переведена в собственное новое здание в Нагорном районе. Лестница на Университетскую горку. Слева здание Новосергиевского ряда с художественно-промышленным музеем, открыт в 1882 году. Справа Шубный ряд.
1900-е. Оптовый склад товарищества мануфактур Коншина на Рождественской улице. Затем книжная фабрика «Коммунист», другое название «Глобус», более современное. Здание реконструировано и достроено при восстановлении после Второй мировой войны. Торговые классы и вечерние коммерческие курсы и правление общества взаимного вспоможения приказчиков на Мариинской улице, архитекторы Корниенко и Величко. Позже здание было реставрировано и достроено. Сегодня в нем располагается Харьковский физико-математический лицей. А это достаточно интересное фото «Вид на Залопань». Там, где пасутся коровы, будет построен Благовещенский собор. А на этом фото внутренний двор Покровского монастыря. Слева архиерейский дом. Фотографическая открытка 1910-х годов. Вид на Петровский переулок, ныне Короленко. В перспективе общественная библиотека имени Короленко. Справа кондитерская Дирберга на углу Московской улицы, Московского проспекта, ныне проспекта Героев Харькова. Фото Овчинникова, 1910 год. Вторая женская гимназия на Вознесенской площади, ныне площадь Фербаха. Сейчас на месте гимназии находится Украинский государственный университет железнодорожного транспорта. Вид на технологический институт. Открытка издания Токаревой. Городские весы на пересечении Николаевской, ныне Конституции, и Павловской площадей. В перспективе старая Николаевская церковь. Слева видно, как ведется строительство Харьковской бельгийской конно-железной дороги Конки, 1881 год. На фото площадь Конституции начала 20 века. Воскресенская церковь на Воскресенской площади, ныне площадь Ирины Бугримовой, находившаяся в районе современного нового цирка. Фото из книги «Харьковская Воскресенская церковь», 1897 год. Панорама здания Харьковского вокзала после реконструкции по проекту Загоскина и под руководством Цауне, год 1896-1901. Открытка, на которой изображен театр-цирк Муссури на Благовещенской улице, бывшая Карла Маркса. На момент строительства самый большой цирк в Европе, вмещавший около 8000 зрителей. Улица Гоголя, бывшая Кокошкинская, в районе католического костела. Слева здание 3-й мужской гимназии, построенное по проекту архитектора Гинча в конце 1870-х. Главный вход в университетский сад, ныне сад имени Шевченко. Слева от ворот виден памятник Каразину. Ну и еще немного исторических фотографий старого Харькова. Ну что ж, дорогие друзья, надеюсь, вам понравилось это путешествие в прошлое. Вы впечатлены старым Харьковом, а значит, будет еще одна часть нашего экскурса в старый исторический добрый Харьков. А на сегодня все. Я благодарен вам за просмотр, за прогулку вместе со мной. До новых встреч. С вами был Алекс Моторный.